20 января 2025 года в должность президента Америки вступает Дональд Трамп. Это, кстати, на всякий случай для людей, кто не знает, все думают, что уже выборы прошли американские, и Дональд Трамп уже вступил в должность президента Америки. Нет, господа, еще инаугурация не прошла, и вступление Дональда Трампа официально еще не объявлено. Но суть не в этом. Мы сегодня собрались, сегодня мы обсудим, что произойдет, когда Дональд Трамп придет к власти, и какие изменения в первую очередь для России, как я гражданин России, меня больше интересует, что будет для России, почему сейчас идут наступления в Курской области, чем грозит наше ослабление, что Трамп этим будет манипулировать. И мы еще поговорим по пунктам. Давайте сейчас я все пункты я прописал, чтобы было удобно, да, основные тезисы. Почему сейчас Украина наступает? Мы поговорим о Трампе, что Трамп в первую очередь бизнесмен, надо не забывать. Его приоритеты вовсе не российские. Почему американцы могут воевать где хотят, а мы не можем воевать где хотим. Часто я слышу такую фразу от людей, которые: а почему Америка может, воюет, а мы типа чем хуже. Это тоже я объясню, чем мы хуже, не хуже. И какие экономические трудности у нас предстоят в будущем еще. Для чего вообще была придумана частичная мобилизация, чтобы все знали, для чего вообще частичная мобилизация. Истинная, для чего она была придумана. Потом вариации такие там фантастические, мы немножко поговорим про ядерный удар по Америке, который многие там мечтают об этом. Ну и думаю, еще добавим какие-нибудь интересные элементы, уже там по ходу определимся, что. Давайте по порядку. Вот смотрите, давайте начнем. Почему Украина сейчас делает наступательные действия? 20 января Дональд Трамп вступит в должность президента Америки. У американцев есть такая вещь, называется 100-дневка. И когда Трамп на своих там президентских выборах кричал там: я за сутки закончу эту войну, это имелось в виду такой типа посыл, то что я в течение 100 дней этот вопрос решу, чтобы вы это понимали, как это работает. Американцы не сами по себе, как сказать, даже не то, что американцы, но вот когда начинаем говорить о Дональде Трампе, мы говорим в первую очередь как типа о президенте Владимире Путина, да, там как нужно понимать, что у американцев нет такого Дональд Трамп, у них есть администрация Дональда Трампа. У нас не говорят администрация Путина, у нас говорят Путин. Чтобы вы понимали, это огромная разница, потому что Дональд Трамп, он сам по себе не сможет решать большую часть вопросов как единица, как единица как политическая, как в России. В России очень легко там, Путин может принять спокойно любые решения по сравнению с Дональдом Трампом. Так устроена Америка. В связи с этим даже есть такая интересная закономерность, когда посмотрите, охрана американских президентов не такая уж сильная, как, допустим, охрана нашего президента Путина. Почему? Потому что если не будет Путина, произойдет мощные перевороты в стране. Если не будет Трампа, ничего не изменится в Америке, вообще ничего. Уберите Трампа и, грубо говоря, никаких изменений не будет. Америка как продолжала, поставит другого и продолжит. А если то же самое произойдет с Путиным, то это все развалится, чтобы вы понимали. Поэтому сейчас, до того, как Трамп вступил в должность, они усиленно помогают Украине вооружениями, всеми действиями, 100% там и генералы, там какие-нибудь мощные вояки, которые обучают украинцев. Происходят мощные наступательные действия на Россию. Для чего? Чтобы ослабить Россию, чтобы во время переговоров Трампа с Путиным у Трампа были рычаги давления. Потому что Путин, как вам сказать по-другому, правильно будет вот так вот. Трамп не видит проблем в переговорах с Зеленским. Скажу, сделают. Ну так вот мы сейчас бытовой режим. А с Путиным, ему скажу, Путин скажет нет. Ну, на него надо давить. Поэтому он подготавливает почву. Многие говорят, что Трамп типа там пророссийский, это наш. Ребята, забудьте про вот это вот, честно, пророссийский, не пророссийский. Трамп в первую очередь бизнесмен. Я вот перехожу сейчас вот, почему наступление вам объяснил, перехожу ко второму, чтобы Трамп в первую очередь бизнесмен. Ему абсолютно без разницы Россия, Украина. Его сейчас больше волнует Китай.
Поэтому ослабление России в принципе в планы Путина, в планы Трампа не входит. Планы Трампа не входят. Почему не входит в планы Трампа ослабление России? Потому что если ослабить Россию, Китай получит, он и так уже держит Россию как сырьевой придаток, да, там, покупает все дешево за 3 копейки. И таким образом он усилит Китай, поэтому его это не интересует, не интересовало и не будет это интересовать. Ему нужно максимально, чтобы прекратилась эта война, чтобы Россия начала максимально снимать санкции, максимально становиться сильным, чтобы Китай не диктовал определенные условия для России. Просто вот большая часть обывателей, так назову людей, там, которые думают, они думают все время так, ну, мне часто там пишут комменты, ты там проукраинский, да я пророссийский. Я там в Украине один раз был в отпуске в 2010-м, я понятия не имею, кто такие толком украинцы. По факту я знаю, что украинцы, которые в России жили, это один народ, я их отличить не могу, украинца от русского. Но вот чтобы вы понимали, у меня нету никаких-то, я в первую очередь думаю, во всех моих видео, поймите, я в первую очередь думаю о будущем России. Меня интересует будущее моей Родины. Меня не интересует никакое другое там будущее, потому что я гражданин России, меня это больше интересует. Поэтому это мы закрыли вопрос этот, что вы должны понимать, что Трамп в первую очередь бизнесмен. Почему у нас часто многие говорят, вот я просто вот удивляюсь, перейду вот к чему, в третьему абзацу, многие говорят, вот американцы воюют там, американцы воюют тут, американцы это, что мы не можем, почему американцам все можно? Господа, просто включите ваш мозг и вот просто немножко подумайте. Американцы воюют на другом континенте океана, поэтому у них огромный мощный флот. Вот представьте себе просто любую страну, вот просто даже один из крупных мощных противников Америки, Иран. Иран как бы экономически бы не развился, он не сможет создать даже за 50 лет, хотя она там будет супер крутой страной, мощный флот, чтобы доплыть до Америки и отомстить им. Мы воюем, с соседями, господа, соседями, которыми вот они, вот. Вы сегодня их побили, грубо говоря. Они завтра ушли, обиженные, униженные, набрали силы, их дети, у кого отцы погибли в этих войнах, выросли, стали мощными военными, они будут просто рвать. И когда они ворвутся к нам мстить, у них в глазах будет уже все, кровь, как у быка. Они не будут понимать о том, что они творят. Понимаешь? Они просто будут жестоко, нагло мстить. Вы этого не понимаете. Есть такая очень интересная фраза генерала Лебедева, который сказал, говорит, самый опасный солдат, человек в мире, это тот солдат, который даже не помышлял о войне, а вернувшись домой, увидит за место своего дома воронку. Он становится смертоносным солдатом, он ищет смерть, ходит и ищет смерть. И самое интересное, он не может ее найти. Он будет мстить и рвать всех на куски. Мы сегодня делаем это. И при этом мы не защищаемся. Мы говорим, а американцы, может, да американцы приехали, они через океан приплыли, бахнули по этому Афганистану, все, закрылись у себя. У них мощный флот просто, они окружили эти два моря. Посмотрите, вот где у них сухопутные границы, с кем они там воюют? Да ни с кем они не воюют. Да, у них конфликт есть, но они с кем-то воюют. Не воюют со своими соседями. Поэтому вариация такая, типа из серии, там, вот, американцам все можно, нам нельзя. Соберите весь ваш флот, приплывите там в американские другие континенты, там воюйте. Но не с соседями же воевать. Это вот из серии маразма, господа. Нет, поэтому давайте этот вопрос, давайте так. Я надеюсь, на моем канале не будут собираться обыватели. Обыватели это те люди, которые не хотят даже понимать, у них пелена там в глазах, они просто не хотят мыслить логически. Давайте соберем, я думаю, мои подписчики будут именно как раз люди, которые немного хотя бы кукушка варят. Мне вот это вот бесит просто, которые люди не понимают и вот начинают писать. Так, потом давайте поговорим, что у нас впереди светит. Вот смотрите, я не буду сейчас углубляться, там, мне там писали даже коммент о том, что я там про Крым, про Украину говорю, типа, всем это не устраивает. Ребят, да устраивает или не устраивает, это одно, а факт того, что мы сделали, это другое.
Если бы мы могли бы сделать это с меньшим, как говорится, потерям, сейчас смотрите, экономические трудности России. Все эти санкции, подсанкции, максанкции, курс рубля бахнул. Сейчас что творится? Я вам скажу, вот просто посмотрите, что творится. Это, конечно, может Москву не касается, там Питер не касается, а всю Россию касается. Нехватка кадров в первую очередь. Почему нехватка кадров? Чтобы вы понимали, что простые профессии, там электрик, сантехник и так далее, это некие базовые профессии, не сильно востребованы. Потому что востребованы, там, допустим, те же главные инженеры, там, главные энергетики и так далее, более такие сложные профессии. Эти люди, когда началась, вот особенно именно началась частичная мобилизация. Что такое частичная вообще? Мы сейчас об этом говорим. И экономическую соединю сейчас в одно, экономические трудности России и частичную мобилизацию. Когда произошла частичная мобилизация, это было придумано, факт частичной мобилизации, для чего было сделано. Частичная мобилизация звучит так. Мы всех неугодных, кто будет против нас, против тех, кто сегодня в власти, нам что-то не устраивает, мы их неугодных просто отправим на Украину, на убой. Это некий метод произведения чистки ненужных людей. И по факту вроде как бы мы же его отправили, просто понимаем, ну ему досталось, ему повестка пришла. Да эти повестки определяют, вот ты и ты будешь, ты, именно ты будешь, потому что комментарий какой-то написал. Или ты, потому что видео такое снял. Вот именно конкретно указывают кого хотят. И большую часть, я вам тогда скажу, даже там часто вот бывает, там, я вижу, там, Кадыров всем мстит, да, очень сильно. Я уверен, что он этой методикой очень хорошо пользуется. И я уверен, что он, большую часть, кто против него, я ничего против не имею Кадырова, потому что я его и знать не знаю, так как говорится, да. Поэтому мне что иметь против его? Он свои интересы Чечни, да, там. Но я вижу, когда ему нужно там убрать неугодных, он пользуется возможными законами, как частичная мобилизация, он будет пользоваться. Поэтому они часто, когда там рассказывают чеченские лидеры о чем-то, говорят, ты что сделал, возьми оружие и пойди. Это намек о том, что мы тебя поймаем, дадим тебе оружие и отправим туда. Ну, я так вижу, и это, если что, сугубо личное мое мнение. Поэтому я вам говорю, частичная мобилизация была придумана, чтобы сделать некую чистку неугодных. Это хороший фильтр, это вот прям... Я так скажу, вот когда я сначала не понял о частичной мобилизации, думаю, блин, да неужели не хватает армии России, там и добровольцев отмороженных очень много, которые там бухнули, банку пива вкатили, пошли подписали контракт, потом через неделю думаю, блин, нафига я в этот день бухал, не понял, зачем подписал. Ну, как бы и такие вариации очень много, поэтому... Там никаких проблем нету. Одну галочку поставил, и все, ты полетел, уехал туда. Я думаю, проблем нет. Частичная мобилизация по факту была не нужна. Плюс это сильно ударило по репутации Путина и всего остального. Я думаю, что эту частичную некую мобилизацию ее придумали для того, чтобы произвести некую чистку неугодных. И оттуда исходя, мы возвращаемся к экономическим трудностям. Ребят, вы не понимаете такую вещь, многие говорят, не нравится, пусть валит. Вы поймите, если человек интеллектуально очень умный, там, хороший, там, особенно сейчас, вот если война, мы говорим об инженерах, очень сильно не хватает инженеров, да. И вот эти инженеры, которые они очень умные, вы не понимаете, сколько они миллионов экономят. Они просто, что такое инженер? Это изобретатель. Он изобретает простую мелкую вещь, просто говорят, тупую лампочку, да, и она меняет мир, понимаете, да. Это пример привел, лампочку изобрели и поменяла весь мир. Интернет привели и поменялся весь мир. Вы это не понимаете. И мы ими пренебрегаем, типа, не нравится, уезжай. Часто, я такое часто слышу, когда я начинаю выражать свою точку зрения, и в моих словах почему-то ищут какую-то там, не знаю, типа, я противник. Да я, блин, россиянин, как я могу быть против? Я всегда за Россию был. Но не в таком формате, вы понимаете? Не в таком формате. Когда сегодня мы нарушили некие договоры, что с нами никто не хочет договоры делать, потому что мы постоянно не соблюдаем какие-то договоры, сами их понаподписали, а потом ищем каждый раз причины, а почему этот договор мы не соблюли, а вы вот не так сделали, а поэтому мы вот так сделали. Мы говорим, а где факты нарушения договора? Вы говорите, ну если мы будем ждать, пока вы нарушите договор, мне вот как отвечают, то мы типа все распродадим. А зачем договор? Договор для того, чтобы его соблюдать. Все стороны должны соблюдать. Если кто-то один пока не нарушил, ты не имеешь права его судить. Понимаете? И мы начинаем казнить, судить и всякое делать. Поэтому давайте вернемся опять к экономической ситуации. Мы
навели кучу санкций. Мы создали частичную мобилизацию, при этом выгнали весь интеллектуал из своей страны, которые, я вам говорю, 100% не вернутся. Большая часть не вернутся, потому что там им обеспечат хорошие условия. Рубль у нас падает, сейчас включится печатная машинка, денег не хватает. Все вот это включится, все это ударит и ударяет сегодня по простым жителям. Вот вы просто не понимаете, я смотрю, как курсы прыгают и как цены растут. Они очень плавно растут. Целая есть программа, настолько плавно растут, что теоретически может, там, к примеру, там, хлеб расти там, рубль, к примеру, там, ну не знаю, в неделю, чтобы вы не замечали. Понимаете, резко никто не поднимает. Поэтому вот эти все плавные росты, которые идут, они сказываются на людях. И это на простых рядовых, вы понимаете? Вот когда мы говорим о нехватке интеллектуальности, типа у нас нехватка кадров, да, там голод, у нас сейчас кадровый голод, да, в России происходит, то мы говорим о тех кадрах, которые выше простого рабочего. Там, инженеры, технологи там, и так далее, которые более, ну, непростой рабочий класс, не тот, который там официант, бармен, я их не сужу, они тоже это профессии, да, там профессиональность тоже есть, но в первую очередь не хватает именно тех профессий, которых нельзя взять любого человека, поставить, вот ты будешь барменом, меня поставь барменом, я через там месяц научусь делать бармена. А возьми бармена, поставь на место меня, как я вот инженер-энергетик, да, в энергетическую, даже в электрическую сферу, завтра его током убьет. Мы должны понимать, вот этих специалистов не хватает. Вот она, в чем проблема именно. Это экономическую часть. И сегодня, сейчас еще мы поговорим о ядерном ударе про Америку. Я хочу поговорить. Я часто слышу, ну, господа обыватели, надеюсь, мои подписчики канала, они, ну, нереально, совершенно другие люди. Кстати, если вы досмотрели уже до сюда, обязательно подписка, лайк. И не забываем, у нас под каждым видео будет конкурс. В описании видео прочитайте условия конкурса. И обязательно пишем комментарий, может, я в чем-то не прав. Я очень открыт к диалогу. Я люблю признавать, если я действительно не прав. Поэтому там скажите, может, кто-то больше глубину знает, зачем частичная мобилизация была. Потом можете много тем, да, там, какие у нас там еще темы, вот, почему американцы воюют, а нам нельзя. Я вам скажу, что, ну, реально у них там мощный флот. Сейчас многие скажут, флот ничего не решает. Ну ладно, там у многих почему-то мощный флот Америки это так, просто на бумаге, как и наши суперзвуковые, гиперзвуковые ракеты, да. Наверное. Про ядерный удар по Америке. Господа, вот просто, вот те люди, которые просто, да, если что, мы как возьмем, бахнем по этой Америке. Ребят, вот просто честно, любая из стран, так же как и Америка, она тоже может взять и бахнуть по нам. Вот этот рассказ о том, что мы можем бахнуть, победителей там нету, блин. Как вы не понимаете, в ядерной войне нету победителей. И взять бахнуть, это уничтожить все на свете. Это раз. Во-вторых, я вам просто скажу, в Америке проживает 5 миллионов русскоговорящих людей. Из них 2 миллиона русских. И эти русские, элитные русские. Элитные, это не те русские, которые там, сосед, который алкаш. Это элитные люди. Я вам это говорю почему? Потому что я в 15 и в 17 году был в Штатах по полгода. Я там был в этих Штатах, и я вам скажу, реально, я таких русских не видел в России. Они реально умные люди, с ними общаешься, думаешь, блин, я дебил. Реально, они насколько умные. И вы как думаете, у них связи нету с Россией? Да я уверен на 1000000%. Тем, кто владеет кнопкой бахнуть ядерным оружием, они, скорее всего, бахнут по России, чем бахнут по Америке. Поэтому вот эту историю о ядерном оружии, что мы бахнем по Америке, ну просто, ну забудьте, ну зачем вы это делаете, я просто не понимаю. Давайте так, я сейчас расскажу мою позицию, что будет, если Трамп придет, как я, мое видение, как некое предсказание, не предсказание, Нострадамус, не Нострадамус. Мы это сделаем для чего? Чтобы потом это видео имеет дату, время, да, когда это было снято. И когда пройдет какое-то время, да, я
все, что опишу, вот это все, пройдет время, мы скажем, блин, был я прав или не был прав, потому что я одно время, ну как одно время, я почти периодически предсказываю, рассказываю людям, что как произойдет, и это происходит, и мне люди говорят, блин, ты был прав, вот часто мне говорят, ты был прав, как ты сказал, так и произошло, но факт фиксации, то, что я об этом говорил, это произошло, нету. Нет ни документа. А это будет как наш видеодокумент. Я вам скажу, что произойдет, когда придет Дональд Трамп. Вот смотрите, Дональд Трамп, когда придет к власти, его основная задача будет свое сказанное выполнить. Когда он сказал, что за одни сутки прекратит войну, все восприняли, ну, Россия восприняла как это, как должно, у нас часто любят говорить, но не делать, да. Они восприняли, вот видите, Дональд Трамп пришел и сказал. У Америки нет такого, у американцев есть такая стодневка. У американцев, когда президент выходит, он за 100 дней открывает типа кейсы. В смысле, какие дела он будет делать за свои 4 года. Это он открывает эти кейсы и показывает. И показывает, что он сделал за 100 дней. Короткие кейсы, какие он выполнил. Таким образом, вся элита Америки, все там Конгресс, Сенат начинают понимать вектор администрации того президента, администрации не одного президента, именно все администрации, они понимают некий вектор. Поэтому Дональд Трамп будет за 100 дней выполнять свои обещания. Вот мы моделируем ситуацию, просто и моделируется в бытовом режиме. Дональд Трамп собирается генерал и говорит, господа, нам надо прекратить эту войну, потому что я сказал, я должен выполнить свое обещание. И они ему говорят, ну окей, тебе нужно договориться с Путиным, чтобы это все прекратить на каких-то определенных условиях. Дональд Трамп сразу договаривается встречи от Путина, но уверенности в 100%, я почти уверен на 1000000%, что Путин не пойдет на те условия, которые выгодны будут американцам и выгодны будут они китайцам. Поэтому Путин скажет, нет, я не хочу. Он ему предложит там Курск освободит Украину, почему сейчас вот говорю, идет наступление, чтобы максимально можно было давить на Путина. Ему предложат, скорее всего, обменять Курск на части регионов, там, которые мы аннексировали, но я думаю, точно Путин ни один из регионов не отдаст, потому что он зря их аннексировал, он их уже ввел в бюджет, как говорится, в российский и все остальное. И как раз вот это будет камнем преткновения. Камнем преткновения еще станет сама Украина. Потому что она не согласится делить какие-то территории тоже. Понимаете? Но Зеленского заставить Трампу легче на соглашение. Поэтому мы вариант о том, что Дональд Трамп будет заставлять Зеленского, откладываем в долгий ящик. Мы этот не смотрим. Мы рассматриваем вариант, как будет Трамп уговаривать именно Путина. Я скажу, что уговорить Путина, скорее всего, не получится Трампу. Потому что Путин сразу захочет полностью все, чтобы Украина. Я скажу так, у Путина будет такой условие. Все 4 региона, которые аннексированы, Украина освобождает. В этом месте мы определяем границу. Все, вплоть Херсон сам тоже. Вот эти все. И таким образом еще и Курск освобождает. И мы там подпишем некую бумагу о том, что мы больше нападать не будем. Но при этом весь мир уже давно выучил, благодаря интернету, что Россия по факту не соблюдает никакие договоренности, ни минские, ни шминские, никакие. Это всем понятно. Ни карабахские, никакие договоренности не соблюдает. Все время ищет какие-то отмазки, почему не соблюдает их. Не знаю. Это уже давно всем известный факт, что все договоренности, которые с Россией, они не работают. Потому что соблюдение их не ведется ни в каком формате. Чтобы соблюдать некие определенные договоренности, вообще по факту должна быть взаимовыгода. А в наших договоренностях всегда односторонняя выгода, поэтому идет несоблюдение. Но это как бы отступление, почему я так думаю. И таким образом я сомневаюсь, что Зеленский подпишет этот документ. И вообще на этот документ согласится Европа. Мы возвращаемся, что мы у Зеленского ничего не спрашиваем, да? Не в обиду украинцам сказано, для меня, говорю, нету разницы, украинец, русский, для меня это один народ. Поэтому, кто меня смотрит, да, не думайте то, что я за Украину. Я и не за Украину, и не против России. Потому что я сейчас вижу все, что делается против России, а не настолько против Украины. Это мое мнение. Поэтому для меня, что украинец, что русский, это один народ. Хотите, вам нравится, не нравится, вы там, многие меня заставляют принять какой-то выбор, ты должен принять. Как я могу принять, вообще не понимаю. Вот это вот,
Это как у меня два брата, выбери, какого брата выбрать. Как я могу выбирать, какой из них брат? Пусть даже хоть один будет кривой, другой будет горбатый. Там образно, неважно какие. Как можно выбрать из двух братьев какого брата? Вы о чем? Вы реально прикалываетесь, что ли, ёком бабай? Я никогда этого делать не буду. Поэтому я не буду занимать ни ту позицию, ни ту. Я занимаю нейтральную позицию. И исхожу, моя вся, весь рассказ именно упирается в то, что я непосредственно переживаю за Россию. Именно, мне важна Россия. Поэтому я вам рассказываю. Скорее всего, Путин не согласится, и Дональду Трампу придется что делать, чтобы получить, что ему нужно? Силой. Я думаю, что Дональд Трамп за 100 дней не выполнит свое обещание, не прекратит эту войну. У него это не получится, при этом удар будет по его репутации мощный. И я думаю, в ответку он усилит свои, как говорится, военные позиции. Поэтому я думаю, и Сирию выбили, и забили, там все уничтожили, Россию выгнали из Сирии. Это тоже работа давления на Путина. Также курс давления на Путина и все эти вот эти рычаги давления на Путина, чтобы он пошел на какие-то компромиссы. Не знаю, я почему-то не вижу, что Путин пойдет на любые компромиссы, поэтому я так думаю, что скорее всего Трамп начнет помогать Украине и усилит Украину, увеличится количество санкций и всего остального. Поэтому ждать добра от того, что Трамп пришел, мало. Но Трампу, имейте в виду, и Америке, их именно администрации Трампа, невыгодно ослабление России. Потому что ослабление России это усиление Китая. Вы это должны понимать. Но вот все это может пройти. И это понимает Путин. Я не говорю администрация Путина. Именно Путин это понимает, что Трампу это невыгодно, поэтому он будет играть как бы свою игру. Это его, так скажем, козырной туз в этой колоде. Поэтому мой прогноз такой, что усиление американцами армии Украины будет приблизительно, наверное, ближе к осени. Будет усиление, пойдут пакеты, и ближе к Новому году, 25-му, у Украины, я так думаю, что будет уже преобладать военной мощи. И, не знаю, по мне, я бы за место, ну вот если я был бы на место Путина, что бы предпринял бы? Я думаю, вообще постарался максимум договориться, на какой границе здесь сейчас есть, на этом месте заморозить вот это все и максимально там какие-то гарантии пообещать, что там не будет больше войны и так далее, и так далее, и так далее. Да, и я, кстати, тут говорил о том, что будет, если все-таки будет мир между Россией и Украиной, будет подписан этот документ. И сказал, что произойдет. Вот смотрите, когда будет подписание этого документа, кстати, кто досмотрел, обязательно напишите мне комментарии, считаете ли вы вероятность ту, которую сейчас я изложу еще раз. Я думаю, что если будет какое-то некое перемирие, у Украины слишком большой мобилизационный, как говорится, задействие мобилизационное. У них слишком много молодых ребят пошли на войну, и у них там больше, так скажем, реабилитационных издержек. Сейчас даже если прекратится война, у них будет колоссальное количество людей, которых нужно восстанавливать психологически. И это огромные ресурсы, которых не владеет Украина, и никто им не даст эти ресурсы послевоенные, чтобы они занимались реабилитацией своих граждан. Поэтому Украине нужно будет максимально использовать, как говорится, людей, которые психологически травмированных, как бы давать им что-то. Есть очень много молодых за 2 года ребят, которые только научились воевать, и они хотят крови, и независимо будет перемирие или нет, они будут хотеть крови. И я думаю, это, кстати, относится к Беларуси, белорусам, ребят, я к белорусам тоже отношусь так же, как и к украинцам, как и к россиянинам. Для меня это вообще 3 брата, если так скажем. Я думаю, вероятность того, что если вдруг будет перемирие, война перекочует в Белоруссию. Почему? Потому что ни один украинец не забыл, что вы запустили войска российские, что оттуда вас стреляли, и все это остальное. И возможность, вот сколько раз пытались Белоруссию втянуть в этот конфликт, Лукашенко очень умный, он боится, ему нужно было, так скажем, он залез на полшишки, назову так, на полшишки.
он помог с этой стороны войска, там помогает России всякими разными методами, но при этом он не вступает в конфликт сам Лукашенко, потому что он боится, что будут мстить. Но он не учитывает, что на полшишки тоже уже проблемы будут. И когда в Украине начнет стабилизация, какая некая там, если пойдет перемирие, или даже если закончится война, мы же смотрели в Украине, что там вообще закончится любой, неважно как она закончится в Украине, эта война, скорее всего, вот эти все мобилизационные ребята, которых нужно восстанавливать, их просто-напросто перенаправят, эту мощную машину военную перенаправят. Я, как военный, так скажем, специалист, я вам скажу, Белоруссия не вытянет даже послевоенную Украину, ни по зубам, никак. Поэтому есть вероятность того, что разгорятся там конфликты. И она очень высока. Я даю прям, ну, не знаю, если все это свернется, я даю там чуть ли не 100%, что конфликт солдаты украинские перекочуют. И там очень много в Украине белорусских, именно белорусских типа освободителей, тролливали таких людей, которые хотят Белоруссию освободить от Лукашенко. И вы понимаете, у них оружие. У них оружие, их поддержка Украины, украинцы их поддерживают, потому что они помогают сегодня. И они понимают, и эти же люди, которые воюют сейчас на стороне украинцев и белорусы, они непосредственно напоминают постоянно всем военным о том, что Белоруссия участвовала косвенно, но участвовала в этом конфликте. И я думаю, что этот огонь потушить невозможно будет. По-любому перекочуется на Белоруссию. Поэтому я бы, конечно, порекомендовал братьям белорусам оснащать свое вооружение, не привозить там ядерное оружие и хвастаться, что у него ядерное оружие есть в Беларуси. Это ничего не даст вам ядерное оружие. Я почему-то уверен 100%, что Россия где кому передает ядерное оружие, ключи свои не передает по запусков, активации ядерного оружия, что это будет очень глупо, потому что я в предыдущем видео говорил, для меня проблема сегодняшней войны состоит в России в том, что мы получили мировую ядерную нестабильность. И мировая ядерная нестабильность с нарушением Будапештского договора, который нарушен, для меня это приводит в первую очередь в страх, то, что мы в будущем своим детям просто похерили, по-другому никак. Мы похерили настолько, и я сегодня, завтра не уверен в безопасности. Я думаю, что лет через 20, вероятность, я так скажу, мой даже новый прогноз, что лет через 20-30 будет первый ядерный теракт. Я так думаю. Из-за того, что мы нарушили эту странную ядерную нестабильность своими непонятными несоблюдениями договоров. Поэтому мои предсказания есть. Дональд Трамп нам не друг. Украина не сдастся без боя. Нам, если нужно побеждать, то нужно давить и додавливать, чего, не знаю, на сегодняшний момент не в наших силах. И Белоруссия под угрозой, это подвожу итоги, да. Ну и думаю, что мои подписчики будут лучшие подписчики и не будут рассказывать о всякой ерунде, а давайте ядерной бомбы бахнем, или почему Америке можно, нам нельзя. Я надеюсь, эти темы я закрыл. С вас подписка, лайк, кто досмотрел, кто не досмотрел, выключил раньше, это вы виноваты в этом, потом не пишите глупые вопросы в комментариях. А те, кто досмотрел, значит у них нет глупых вопросов в комментариях, пишем комментарии, с огромным удовольствием отвечу на все ваши вопросы.